we are in the book of Exodus, chapter 6. Всем добрый вечер. Мы сегодня продолжаем разбор 6 главы книги «Исход». And we'll be looking today at the beginning of the plagues. И сегодня мы будем разбирать казни египетские. Maybe we can just call them signs of God's sovereignty over everything. They're not necessarily plagues, but Да, вот мы все время называем казни, да, хотя вполне нужно было бы их называть знаками божественного могущества. And so traditionally we've called them plagues, but there's 11 of God's sovereignty over things. One is the beginning is kind of a small sign, but Moses and they were entering the sticks and the snakes and whatnot. Да, традиционно мы называем казнями или в православном переводе язвами, да, но на самом деле это знаки знамения Божьего всемогущества, я бы сказал, 11, даже не 10. Вот первое, когда Моисей превращал посох туда-сюда, змею обратно. And so, it kind of begins with one very mild sign, and there's 9 that are kind of progressively worse, and then the final sign is the most extreme of all, right, where the firstborn are killed. И вот эти знамения, они развиваются, значит, первое такое не очень убийственное, да, потом 9 достаточно страшных, и последнее, самое страшное, это вот смерть первенца. And so last week we left off, we touched on the fact that this family tree of Moses and Aaron is included, just to give the contemporaries of Moses an idea of, who these guys were in society, where they fit. В прошлый раз, когда мы с вами 6 главу разбирали, мы закончили на родословной, которая здесь вставлена прямо посреди повествования, родословной Моисея и Аарона. И мы говорили о том, что это нужно было ставить для того, чтобы современники Моисея и Аарона, они осознавали, что за серьезные люди Моисей и Аарон. So I think I'm trying to think the best way for us to work tonight, I think, will be, instead of reading through all the, 3 or 4 chapters of the 10 plagues, let's kind of break them up a little bit, and maybe we'll read through maybe 1 or 2 sections, and then go kind of plague by plague or something, or sign by sign, as we want to call them, right? Я предлагаю сегодня не читать сразу 4 главы, чтобы сделать обзор всех казней, а понемножку прочитаем про первую и потом посмотрим, как дальше пойдет. So why don't we begin by reading? We'll read chapter 6, verse number 28, and we'll go through chapter 7, verse 13. 28? 6:28 through 7:13. Давайте мы, значит, в конце 6 главы с 28 стиха почитаем и 7 до 13. Someone want to start off for us? 28 стиха. Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: «Я Господь, скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом ему: «Я не словесен, как же послушать меня фараон?» Но Господь сказал Моисею: «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской, судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь. Тогда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Кто хочет почитать? Или не до конца читать?
До 13. И сделал Моисей и Аарон, как повелел им Господь. Так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон, брат его, 83 лет, когда стали говорить они фараону. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: если фараон скажет вам: сделайте знамение или чудо, ты скажи Аарону, брату твоему: возьми жезл твой и брось на землю перед фараоном, перед рабами его, он сделается змеем. Моисей и Аарон пришли к фараону, к рабам его, и сделали так, как повелел им Господь. И бросил Аарон жезл свой перед фараоном, перед рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов египетских, чародеев. Эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезл. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил им Господь. Right, so this is, God kind of begins kind of very softly with his sign, right? То есть вот мы видим, как Бог начинает делать свои знамения, и начинает он так мягко. And so kind of in the beginning here, there's a couple of points that are important. One thing that God's doing is he's reassuring Moses. He's also gently starting off with Moses, not just with Pharaoh, right? И что здесь важно еще увидеть, что Бог начинает мягко действовать не только с фараоном, да, но и с Моисеем тоже. Он его ободряет, уговаривает. And as this section begins in 28, 29, and 30, we see Moses, it's picking up where the story left off back in verse number 12 with Moses. Is kind of, the story is repeating Moses's initial hesitation to go, saying that, I speak with faltering lips. Why is the Pharaoh going to listen to me? Моисей, как мы увидели в 30 стихе, да, последний стих у нас в 6 главе, Моисей, как мы видим, он продолжает его здесь описывать, да, вот посмотрите, 12 стих сравните, вот то же самое, теми же самыми словами, да, то есть на чем он остановился, отнекивался, он был неуверенным, да, то есть мы это снова видим. So this family tree was kind of in parentheses, and the story kind of left off, and now it's repeating Moses' protest from verse 12, so it picked up the story a little more easily for the people that are listening to it. Так можно представить, что после 12 стиха скобки открываются, да, и до конца родословной эти скобки закрываются, и снова история продолжается с того, что Моисей боится идти к фараону. But then, God, and then in chapter 7 begins with God really kind of restating his directions to Moses, and also at the same time reassuring him. И в начале главы мы видим, что Your prophet. So you're going to speak to Aaron, and Aaron's going to speak kind of in your place to the Pharaoh. он говорит: я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. And we get a kind of a foreshadowing or a preview of what's going to happen throughout this whole repeated cycle of miracles and wonders, and then Pharaoh hardens his heart, and the miracles and wonders, because God says, you'll do this what I command you, and then I'll harden Pharaoh's heart. Вот. И Бог говорит, показывает, как это будет, как все будет происходить, да. Ты будешь говорить Аарону, Аарон будет говорить фараону, и я ожесточу сердце фараона, и он не выполнит никаких требований. И это как бы такая схема на все предыдущие 10, на все последующие, вернее, 10 казней. То есть вот так оно и будет происходить по этой схеме. So it shouldn't be a surprise to Moses then when Pharaoh begins to refuse him after he does these signs and wonders for him. То есть получается, что для Моисея не должно удивить, когда фараон будет отказываться и ожесточаться. The only thing Moses doesn't know is how long it's going to go on for, right? He doesn't know the duration of these things. Единственное, чего не знает Моисей в этой ситуации, это то, сколь долго будут продолжаться вот эти казни.
But if he had been paying attention, he would know that, you know, God has already kind of hinted at this final thing where the firstborn are going to be killed, right? Хотя ему, тем не менее, было сказано заранее, что последняя казнь будет касаться смерти первенцев. So then he's in verse number 4, he says, he's not going to listen to you, and I'll lay my hand on Egypt with my mighty act of judgment. I'll bring out my divisions, my people of Israel, right? В 4 стихе Бог пророчествует Моисею, да? Фараон не послушает вас, я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской, судами великими. And so God's power is going to be kind of confirmed as he puts out these active judgments against the Egyptian people. В этом будет проявлена великая сила Божия. I remember that it was easier to convince the Israelites about who God was, but now God's going to have to convince these pagans of who he is. Было достаточно легко уговорить, убедить израильтян, да, показать им, кто есть их Бог, но сейчас Бог намеревается удостоверить в этом и египтян, показать им, какой он Бог. So God's going to have to show him that, who he is, and this God that they've never heard of he's going to have to demonstrate that he's more powerful than all of the false gods that Egypt has been worshiping. То есть сейчас Бог продемонстрирует, что тот самый Бог, которого они никогда не знали и о котором никогда не слышали, на самом деле самый могущественный Бог и победит всех их египетских богов. And it says in verses 6 and 7, these two verses, are kind of an introduction to this whole section of these 11 times God is going to show his power to the Egyptians when he says, Moses and Aaron did just as the Lord commanded them. That's like they did it throughout this whole section. And Moses and Aaron, at this time when they did this, Moses was 80 and Aaron was 83 years old. 6-7 стих – это как бы вступление ко всему большому отрывку, да, который повествует о казнях или о знамениях Божьих. Да. И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. И читаем, сколько им было на тот момент лет. Да? Моисею 80, а Аарону 83. And so these guys are beginning their service to God at an age where most people had already died, right? They're old men. То есть вот Моисей и Аарон начинают свое служение Богу в том возрасте, в котором, в общем-то, уже многие люди умирают. And so because Moses had spent 40 years in Egypt and then 40 years in Midian, and now he's going to spend another 40 years before he gets into the border of the promised land, where Deuteronomy says he's 120 years old when he passes away. У Моисея за плечами 40 лет в Египте, 40 лет в земле Мидиамской, и мы знаем, что впереди у него еще 40 лет до того момента, как они подойдут к земле обетованной. And then Aaron dies before Moses dies, and he's 123 years old when he dies. So he's a few years older than Moses was. Аарон, мы знаем, что он умрет раньше, чем Моисей. And he was older. Yeah. И да, и вот мы видим здесь, что он старше немного. And so Moses and Aaron are going to then says, go and do what God said. So they go to the Pharaoh and they deliver God's message to him, right? Итак, Моисею и Аарону сказано пойти и сказать фараону вот эти слова, которые нужно сказать, и они идут и делают. God gives them one last instruction here in verse 8 and verse 9. If the Pharaoh, or when the Pharaoh says, give me a miracle, what you need to do is, then Moses says to Aaron, right, take your staff and throw it down to Pharaoh, and it will become a snake.
И вот последние инструкции Бог вам дает, да, 8-9 стих. Если фараон скажет, сделайте чудо, то ты скажи Аарону, возьми свой посох и брось на землю перед фараоном, он сделается змеем. So I don't remember, but I think when I saw the movie, it seems like Moses was the one throwing his staff down in the movie, the older movie. Не помню точно, но по-моему, когда в кино показывают этот отрывок, там показывают, что Моисей бросает посох. Trying to remember, but here pretty clearly Moses tells Aaron to go, put his staff down. Ну, здесь мы видим, да, что Моисей должен сказать Аарону, и Аарон должен бросить свой посох. And that makes sense because God has already said to Moses, he's like, you'll be God to Pharaoh, and Aaron will be your prophet. So he's acting like the prophet. He's speaking for him. He's acting in his behalf. И это имеет смысл, поскольку Бог изначально сказал, что Моисей, ты будешь Богом фараону, а Аарон будет твоим пророком, да, то есть поэтому Аарон и действует как пророк, говорит, представляет и осуществляет какие-то движения. God, in a way, he's using Aaron's relationship to Moses to kind of slowly bring Moses into his leadership role, right, to build his confidence in speaking and interacting with people. Because we'll see that Moses is going to be doing a lot of talking later on. Мы видим, что Бог использует здесь Аарона для того, чтобы дать Моисею время освоиться со своей ролью, потому что потом мы увидим, что Моисей вполне спокойно сам везде за себя говорит. And so this first sign that they do, they go in to meet with Pharaoh, and they do just like God says. Aaron throws his staff down, and it turns into a snake. Итак, вот этот первый знак, который Бог сказал им сделать, да, они идут и выполняют его перед фараоном. То есть Аарон бросает свой посох, превращается в змею и так далее. And very likely, this would have been something that Pharaoh had seen all of his magicians and his sorcerers and his wise men, or whatever you want to call them, their soothsayers, do this as a trick they would use because they worship snakes. Вот. И, возможно, скорее всего, да, вот, что все вот эти вот люди, 11 стих, да, мудрецы, чародеи, волхвы, что они делали как раз фокус, они делали не чудо, они делали фокус, потому что они почитали змей, поклонялись им, у них все связано было со змеями. And so probably what these guys were doing was some kind of trick or an illusion to make it either appear that a stick turned into a snake, or to actually use a real snake that was stiff that would turn into a snake when it hit the ground. Вот, то есть, скорее всего, это был или фокус, или иллюзия, да, все было сделано так, чтобы людям показалось, что превращается змея в жезл и обратно, или эта змея была какая-то замороженная. Well, so there was an anthropologist that was traveling in Egypt in the 1960s. 60s, yeah. В прошлом веке, где-то в 60-х годах, были антропологи, которые путешествовали по Египту. And he was watching a street performance of like a magician that worked with snakes. И они наблюдали вот на улицах, где там у них улицы, да, на улицах выступление бродячего фокусника. And they do have a trick that they had done in Egypt for apparently many years, might even go back to this time, where they are able to make these snakes, either by cricking their neck or doing something to them, turn stiff. Вот фокус, в котором брал фокусник змею, совершал с ней какие-то манипуляции, непонятно, у нее там шею сворачивал или что, да, таким образом. Но змея превращалась как палочка в прямую такую, то есть она не извивалась больше, становилась прямой. They throw the snake on the ground and it unkinks their whatever they've done to them, and they can move again. Вот. А затем, значит, брали эту змею как палочку, бросали ее о землю, и там что-то опять случалось, не знаю, может, не судорога проходила, и она начинала ползти, как полагается, змея. So it wouldn't have been possibly them doing these kind of tricks for the Pharaoh, so Pharaoh could easily dismiss what Moses and Aaron had just done. То есть вполне возможно, что этот вот настолько такой старый фокус, да, что его все там знали, все там делали, и фараон поэтому не отреагировал
как полагается на знамение, которое Аарон показал. Человека, точка, который нажмешь, что включает человека. У змеи, наверное, тоже есть такая точка. And so, yeah, turn off. So what was I going to say? And so Pharaoh has plausible deniability, right? He can deny the miracle that has been done as just a trick. Вот, то есть, ну да, перед фараоном стоял выбор, и он выбрал, в общем-то, это чудо, которое ему продемонстрировали, назвать просто фокусом. In fact, it's such a common trick. All of the guys can do. All the people there can do it. They all throw their staffs down. They all turn it into snakes. Тем более, раз уж тут ему его целая армия мудрецов-чародеев сказали, что они все тоже могут сделать такое же. The one bit of information that Pharaoh manages to overlook, probably because of his hardness of heart, is this fact that Aaron's snake swallows up all of the other snakes. И на что фараон совершенно не захотел обратить внимание, так это на то, что он там змей, да? Посох, 12 стих, посох Аарона поглотил их посохи. Right, so this is really very symbolic of God being more powerful than the Egyptians, because the Egyptians worship snakes. It was one of their animistic gods that they would have worshipped. Это уже было таким намеком на то, что, да, таким знаком того, что Бог Моисея и Аарона более могущественный, чем все эти местные египетские змеиные башки. And so we see the beginning of this process in verse number 13. Pharaoh's heart was hardened, or it was still hardened, and he wouldn't listen to them, just like God had told Moses and Aaron. И в 13 стихе мы читаем, что сердце фараона ожесточилось, он не послушал, как и говорил Господь Моисею и Аарону. And so this is kind of the introductory miracle or sign that God gives to Pharaoh, that he's the one who's in charge. То есть, скажем так, что это было такое вступительное чудо, такое вступительное знамение от Бога, да, чтобы увидели и, самое главное, Моисей и Аарон, да, поняли, что у Бога все под контролем. And so now things are going to get a little more intense, and they'll continue to get more severe and more serious and more intense as these plagues progress. И дальше процесс будет развиваться более напряженно, и чем дальше с каждой следующей казнью будет становиться все более драматичным. And so the first thing that happens, we'll go ahead and read this first plague, which is verses 14 through the end of chapter 7, 14 through 25. Так, значит, дальше мы давайте с 14 стиха до конца 7 главы почитаем. Это у нас будет следующая казнь. И сказал Господь Моисею: упорно сердце фараона. Он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он увидит к воде, и стань на пути его, на берегу реки. И жезл, который превращался в змею, возьми в руку твою. И скажи ему: Господь Бог евреев послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь: и всего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река восмердит. И египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище воды, и превратится в кровь. И будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных и в каменных сосудах. 20 стиха почитать. И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной перед глазами фараона.
перед глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река смердела, и египтяне не могли пить воды из реки. И была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские членами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И обратился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось в силе. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. Могли наоборот возьмут, нет, надо было еще добавить. А что не знаю? Так еще больше кровь наделали. Где только они не взяли. Чистую воду, да? Если все засолы уже были в крови. Right, so we see this. First of all, we see in the style of writing this command and fulfillment style. Right, where the beginning part, God commands them to do something, and the other half of this section, they fulfill the command, basically. Right. Вот мы видим этот отрывок, который прочитали, да, он написан в стиле повеления и исполнения, да, то есть сначала Бог сказал, что произойдет, и потом все пошли и сделали. And so it's for me it's tolerable in these small doses, but when you get later on, when God's giving instructions on like how to build the tabernacle, and there's like 4 chapters of how to build the tabernacle, and there's 4 more chapters on how they built the tabernacle, it's exactly the same. They're trying to be crazy. И вот здесь как бы такая небольшая доза, да, сначала Бог сказал, потом не выполнили. Когда мы, допустим, доходим до истории о строительстве скинии, да, там сначала Бог 4 главы объясняет, как надо ее построить, потом 4 главы описывает, как они строили, практически все слово в слово. Это немножко утомляет. But it's the style of the time, right? So I mean, Ну, так полагалось, так писали, так надо было. I'd be good with one sentence. They did everything God told them to, and that's all I would need to have, right? Да, я бы лично написал одно предложение. Сделали все, что повелел им Бог. They get the short version. Это была, да, такая сокращенная версия. Right. So God says to Moses at the beginning of this section, he says, Pharaoh's heart is hard. He already tells him right at the beginning. Pharaoh's heart is hard in verse number 14. В самом начале, того, что мы прочитали, 14 стих, Господь Моисею констатирует, да, что упорное сердце фараона он не захочет. Right. And so this is what we got to do. In the morning, when he's going out to the water, right, you're going to go out and you're going to meet him. Вот. Далее, вот он пойдет к воде, и ты встань, подойди там, рядом с ним, встань около реки. And it's interesting, this, if we look at the 10 plagues really is, as there is actually a cycle of plague 1, plague 4, and plague 7, there's an outdoor confrontation with the Pharaoh. И если мы посмотрим вот на то, как развивались эти казни египетские, да, потом обязательно встречаются те, при которых Моисей с фараоном встречаются именно на улице. Look at plague 2 and plague 5 and plague 8. He meets him inside the courtyard, right? He's indoors with Pharaoh. Сейчас вот он все это перечислил, но я не запомнила. Вот здесь. Это outdoors, вот это внутри. Так, 1, 4, 7, да, такой цикл, это получается, они на улице встречаются, а 2, 5 и 8 они встречаются в дворце или где-то там внутри в любом And on these, there's just action. He doesn't talk about their meeting. И 3 цикл такой, это 3, 6, 9 казни, там не описывается, где они встречаются. And so we see this kind of cycle of stories that vary a little bit. They're kind of all similar in their structure, but there's kind of some variation. Some are longer, some are shorter. То есть очень интересная вот эта вот структура, да, они вроде как происходят по одной схеме, но все равно все так закручено. One thing about Hebrew writing, when they write in these repetitive cycles, part of the style assumes that you'll fill in the blanks for them. So you'll
even though it doesn't mention the things that happened in the previous cycle, that you will assume that that happened because they're just writing for variety. И это было характерно для вот письменности того времени, для повествования того времени, да. Во-первых, чтобы оно было интересно, и во-вторых, там вот в этих вот циклах оставлялись как бы такие белые пятна, которые слушатели могли дополнить своим воображением. And so, as we read through these, we can think of this, cycle of things that's going, and it's getting worse and worse as it progresses. И так еще хочется подчеркнуть, да, что вот эти казни, они происходят такими циклами, да, и на каждом цикле напряжение все больше усиливается. The first 3 plagues, like the one we're talking about now, they're generally mostly inconvenient for the people of Egypt. Вот первые 3 казни, о которых мы будем говорить, да, они принесли неудобства египтянам. Fish are dying and they stink bad, and drinking water is hard to get. Исчезла питьевая вода, рыба умерла, и дышать неприятно. The next, the 4, 5, and 6, that's when more things and bigger things start to die, like livestock and other things, right? And there's disease for the humans. Дальше начинают умирать более крупные животные, да, и приходят болезни на людей. And then 7, 8, and 9, there's kind of mass destruction things happening. There's some bigger, more dangerous things happening. There's hail and these thunderstorms, right? 8, 9 происходят такие большие природные явления, да, там еще у нас была град, там у нас была саранча, там. And then finally the last, most intense, the 10th plague, when the firstborn are killed. И в конце самое драматичное из казней — это смерть первенцев. And so God gives, in a sense, Pharaoh plenty of opportunity to give up, so to speak, before things ultimately get as bad as they're going to get. То есть создается такое впечатление, что Бог давал фараону много шансов, да, то есть пока еще казни были более мягкими такими, да, смягчить свое сердце, передумать, все-таки выполнить его повеление. And one thing, I don't know, has anybody read anything or maybe seen some videos about like the natural progression of the plagues, or the plagues caused by through natural causes? Вероятно, вы смотрели, может быть, слышали, читали все вот эти разные версии от ученых, да, что все египетские казни, они были вызваны естественными причинами. Типа все так в природе сложилось. And so some people say, well, God started the ball rolling and just, kind of happened. Some people say that all these things happened and the Israelites just attribute them to God, but they weren't really God's doing. They're just natural occurrences. Кто-то говорит, что Бог начал это движение, и потом оно пошло само. Кто-то говорит, что that they're just that God didn't cause them; they're just natural occurrences, and the Israelites attributed them to God. Что Бог вообще тут ни при чем ко всем этим казням, да, а просто египтяне приписали ему. То есть все это само собой произошло, а там уж безграмотный народ приписал это воле Божией. Because a lot of these plagues or these happenings are naturally occurring things that happen in Egypt, but they're just taken to the highest degree, right, where they wouldn't occur that way in nature. Потому что, в принципе, все эти казни, они представляли собой достаточно естественные природные события, которые так или иначе происходили реже или чаще, они случались в Египте. Потому что здесь они случились все очень быстро одна за другой, да. But there are a few details in the biblical account that kind of point to the fact that this isn't a natural occurrence of things. Но Библия ясно подчеркивает, что все эти события, они не были простыми природными явлениями. Right. The biblical account doesn't talk about these things happening as a result of like seasonal changes or flooding or anything. И, конечно, все они произошли не потому, что там смена сезонов произошла или разлив Нила. Right. All of these events happen at the time Moses and Aaron tell them to happen, when God tells them to happen, right?
все эти события произошли именно тогда, когда Моисей и Аарон озвучили волю Божью, что они должны произойти. The Egyptians even themselves, after the second plague, the magicians say, "This is really God doing this," right? Because they couldn't replicate what the plague was. И уже после второй казни сами египтяне, да, сам там один из жрецов египетских, сказали, что это истинно дела Божии. То есть, когда они не смогли повторить это чудо, то они признали, что здесь замешаны сверхъестественные силы. The other interesting thing that points to this not being natural is that the plagues affect the Egyptians over here, and just a little on the other side of the Nile, they don't affect the Israelites, right, in the land of Goshen. Еще один аргумент против вот этого природного происхождения всех казней, да, состоит в том, что как так произошло, что эти казни, они только по эту сторону Нила работали, да, то есть на египтян они не оказали воздействия, а на евреев, которые вот здесь недалеко живут совершенно, на них они никакого воздействия не оказали. And so what really happens is God takes these things in the first 9 plagues, God takes things that the Egyptians normally attributed to their gods, and he takes control of them, and he shows them that he is the one who controls these things. Бог здесь показал египтянам, он, в принципе, сделал все те вещи, которые египтяне, они обычно приписывали воле своих богов, действиям своих богов. And so, Вот. Но он показал, что он их осуществляет. And so but basically what he is saying is he gives this overwhelmingly overwhelming plague, like when he turns the water into blood. Now we notice the Egyptians copy that, but they don't counter it. Like they don't turn the water back into water. They can copy it, but they can't work against it. Вот. И когда местные волшебники пытаются повторить за Богом какую-то из казней, да, вот, допустим, с превращением воды в кровь, они попытались это сделать, да, и у них получилось. Но обратно-то они не могут сделать, то есть исправить-то они не могут то, что произошло. It's the same thing with the next plague that they managed to copy, the plague of frogs. They managed to make some frogs, but they don't get rid of the frogs. То же самое с жабами обстояло, да, то есть они сотворили быстренько на скорую руку несколько жаб, да, но избавиться от того полчища, которое Бог на них наслал, они не смогли. So they're not really in a sense anything to a conflict. They're just kind of giving, like I said, they're giving Pharaoh an excuse to not believe that this is really God's work. То есть и не помогают никак исправиться, избавиться, но вроде как подкидывают фараону шанс, такое оправдание для того, чтобы он не смирился с волей Божьей. So this first plague, Pharaoh is going out in the morning. He's going out to the water, and Moses and Aaron are meeting him on the bank of the Nile River. Итак, вот в этой первой казни, да, 15-16 стих, да, Моисей и Аарон встречают фараона около реки. We don't really know why he's going to the river. Maybe he's going down like his daughter. Maybe he went down to the Nile River to bathe. We don't really know. Не знаем мы, зачем фараон пошел к реке. Просто так посмотреть или купаться или что. But whatever reason he's going to, he's not going to get to do it because Moses and Aaron are going to perform their miracle, which is going to prevent him from either bathing or doing whatever he was planning on doing in the river that morning. В любом случае, Моисей и Аарон помешали ему это сделать, что он там планировал. And so God says to go down and say to him, let my people go so they can serve me in the wilderness, right? И опять, значит, Моисей и Аарон должны сказать: отпусти мой народ, да, пойти совершить мне служение в пустыне. And so far you haven't obeyed, so God says, you'll know that I'm God by striking this water and turning it into blood, right? И если он будет сопротивляться, то ударьте посохом по реке, превратите ее в кровь. And so we see the whole result of this. The fish are going to die, the water is going to stink, and the Egyptians aren't going to have any water to drink, essentially, right? И так все получилось, как сказал Бог, вода превратилась в кровь, рыба умерла и смердела, и египтяне остались без питьевой воды. And so one thing we should know that the
Hebrew word they use for blood here can just mean, it can mean blood, but it can also mean red color. So it doesn't necessarily mean it's actually кровь. Интересно, что вот то слово, которое использовалось в оригинале, превратите воду в кровь, да, вот кровь. То есть это слово не всегда обозначало кровь, а могло обозначать просто красный цвет. Красный цвет. So we know that the water was red, and we know that it was not healthy, obviously, for the fish, because the fish all die because of it. So whatever the cause is. И мы понимаем, да, что вода могла просто стать красной, не обязательно стать кровью, да, но эта перемена была вредоносной для рыбы, поэтому рыба вся умерла. So there's not really, because of the absence of meaning of blood, there's not any like theological meaning of like the water's blood and it symbolizes some other thing. It's just the water turned red for some reason, and the fish are dying. Нет какого-то особенной какой-то теологической нагрузки, что там вода, кровь, вот это вот все. Нет, просто стала она непригодной для рыбы или людей, и, короче, все умерли. Just think about what the Nile River symbolized to the Egyptian people. Ну, здесь нам нужно вспомнить, что река Нил символизировала собой для египтян. And what it did to them. It was their source of water, it was their source of food. Нил был источником воды, был источником еды. It was the source of the fertilizing the soil. Источником удобрения для их полей. It was the way they transported goods, so it was kind of the source, like the basis of their economy. Это была транспортная водная артерия, да, то есть они торговали, переправляясь по этой реке. Right. So the main punishment that this plague is bringing is the fact that the water is polluted, it's undrinkable, and the fish are all dying. Right. It's just stinky, and makes things really inconvenient for the Egyptian people. Вот. И вот эту вот их замечательную реку, да, загрязняет вот эта вода, становится грязной, рыба умирает и лишаются они питьевой воды. And any Egyptian looking at this would understand that this Yahweh, the God of the Jews, of the Israelites, he was more powerful than the God of the Nile that they worshipped. И когда египтяне смотрели, видели вот эту ситуацию, это происшествие, они понимали, что Яхве, Бог этих евреев, он сильнее, чем наш Бог, Бог Нила. And there are natural ways that once in a while the Nile turns red. И вообще на самом деле, да, бывают моменты в жизни реки Нил, когда она становится красной. But again, God takes this natural happening and he raises it to a degree that it never happens in nature. Вот. Но дело в том, что Бог берет вот это вот событие, которое уже для людей становится естественным, да, оно доводит его до такой степени, до какой оно обычно в природе не происходит. And it happens immediately, so it's not the result of some natural process that gradually turns the water red. И причем это событие происходит, покраснение реки, да, это событие, оно происходит гораздо более быстро, то есть неестественно быстро, не так, как оно обычно в природе могло происходить. And so what impact would this have had on the Egyptians? И какое влияние это оказало на египтян? Again, these plagues are building from kind of more mild, and they're going to get more and more and more and more severe as they progress. Right? Снова, значит, напомню, да, что казни, они развивались, они усиливались, становились все более драматичными по мере того, как появлялись. Right. So the fish stink, the people can't drink the water. It would have been kind of miserable for them and frustrating to not have a good source of drinking water and to deal with the smell all the time. То есть какое влияние вот этого события, да, что вода покраснела, рыба умерла, все плохо пахнет, питьевой воды нет. Что это оказало на египтян? Ну да, неприятно. And so in verse 19 and 20, we kind of see a little bit more of the miraculous aspect, right? All the water, even in the vessels of wood and the vessels of stone, have turned this red color. Но смотрим дополнение в 20 стихе, да, вся, так, стоп, не в 20, а в каком у нас?
каком, скажи еще раз? Verse number 19. В общем, во всех сосудах, которые были, да, 19, да, во всех сосудах вообще, которые были по всей земле египетской, вода превратилась в кровь, то есть вода стала красной. So they had to go get new water in order to have water to drink. И для того, чтобы иметь питьевую воду, им пришлось эту вылить и пойти, как говорится, по воду заново. And so Moses, as he said, did everything God said. The water turned nasty; they couldn't drink it. This is like verses 21, 22. Pharaoh's heart in verse number 22 still remains hard, right? He wouldn't listen to them. Вот. И в 21-22 стих мы видим, как все это неприятно египтянам, да, но в 22 стихе мы видим, что, тем не менее, сердце фараона все равно ожесточилось, и он не послушал. Right? His magicians managed to turn some water from clear to red for him, and so he had an excuse to disregard this miracle as some kind of trick. Вот, поскольку египетские чародеи сделали своими чарами то же самое, превратили воду в кровь, да, то фараон посчитал, что он может не послушаться того, что ему сказал Господь. And so we see verse number 22, Pharaoh's heart remained hardened because they did this, and he wouldn't listen to Moses and Aaron, just like God had told him that he wouldn't. Сердце фараона ожесточилось. Именно так все произошло, как Бог заранее сказал Моисею. And so Pharaoh goes back to his house in verse number 23, and verse number 24, we see the effect on the Egyptians. They have to dig for water to drink. They can't drink anything that they have or that's in the river. В 23 стихе мы видим, что фараон уходит в свой дом, да, а в 24 мы видим, чем занимаются все египтяне, да, они ищут воду для питья. And this happens, it goes on for a week. И последствия продолжаются в течение 7 дней. Это мы в последнем стихе читаем. Да. Right, so it would have been a major inconvenience, it would have been annoying, but it's not the end of the world. И вроде как, да, неприятно, противно, неудобно, ну, не конец света еще. And of course, Pharaoh probably didn't have to go dig for his own water, so he wasn't even really affected by it, except the fact he didn't get to go to the river in the morning when he went there. Ну и на фараона-то вообще как бы ничего не повлияло, да, то есть сам он землю не копал, воду себе не искал, разве что не искупнулся в речке с утра. And so it begins kind of mildly. То есть вот такое мягкое, скажем, начало. Unless you wanted to see what God was doing, if you didn't want to see it, you would do just like Pharaoh, right, and went home. Да, так бывает, да. Бог всегда начинает мягко, и если мы не прислушиваемся к первому предупреждению, то мы можем как фараон просто пойти домой и не обращать внимания. So it's going to progress as the plagues move on, and we'll progress through these next plagues when we Но дальше все пойдет гораздо более активно. comments, questions. It's time to